Привет! С вами Екатерина и канал Подарки 108. Сегодня свяжем диванного кота Тишку. Кот может украсить не только диван, но и любую поверхность в интерьере. Подоконник, полку, комод. Кот может стать отличной подушкой или просто игрушкой для обнимашек. Большой кот Тишка станет отличным подарком и поднимет всем настроение. Вяжу я из полушерсти 250 метров на 100 грамм. Хочу связать серого кота и буду чередовать полосы чуть светлее и чуть темнее серого цвета. У нас есть основной цвет и цвет полос. Полосы можно делать, можно не делать по своему желанию. Выбирайте цвета, которые вам нравятся. Я вяжу точно такого же, как и рыжий кот, только серого цвета. Не забудьте поделиться этим мастер-классом с друзьями в соцсетях и присылайте свои фото. Основные детали у кота – это голова, туловище, лапы и хвост. Начнем вязать с головы. Начинаем кота вязать с головы и свяжем вот такую деталь. Это у нас голова шар. Полоски мы делаем 2 ряда черным через каждые 4 ряда серого цвета. Серые ряды я еще чередую по тону, светлый с более темным, и получится вот такая голова. Голову мы начинаем с 6 столбиков кольцо амигуруми и до 9 ряда вяжем одним цветом. И 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо. Это наш первый ряд, 6 столбиков. Берем вспомогательную нить, перекидываем через основную, не провязываем. Второй ряд делаем 6 прибавок, в каждую по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Перекидываем вспомогательную нить, не провязываем. Это наш второй ряд, 12 столбиков. В третьем ряду мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка. Повторяем 6 раз. Столбик, 2 в 1. И так чередуем 6 раз до конца ряда. Третий ряд, 18 столбиков. И в четвертом ряду вяжем 2 столбика, прибавка. Чередуем 6 раз. 1, 2, прибавка. И так 6 раз до конца ряда. Мы довязали 4 ряд, у нас 24 столбика. В 5 вяжем 3 столбика, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, прибавка. И так до конца ряда. Закончили 5 ряд, 30 столбиков. И в 6 вяжем 4 столбика, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. И так до конца ряда. Закончили 6 ряд, у нас 36 столбиков. И в 7 ряду вяжем аналогично предыдущим рядам. 5 столбиков вяжем, прибавка. Чередуем 6 раз до конца ряда. Закончили 7 ряд, 42 столбика у нас. И в 8 ряду аналогично вяжем 6 столбиков, 1 прибавка. Чередуем 6 раз. Закончили 8 ряд, у нас 48 столбиков, и в 9 ряду вяжем аналогично 7 столбиков, прибавка, повторяем 6 раз. Довязали 9 ряд, у нас 54 столбика, и далее мы меняем нить на черную. Я просто привязываю следующий цвет к предыдущему, узелочек внутрь, и продолжаем вязание. 10 ряд мы вяжем аналогично предыдущим, 8 столбиков, прибавка, чередуем 6 раз.
Мы закончили 10 ряд, у нас 60 столбиков. И в 11 ряду вяжем аналогично. 9 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. Мы довязали 11 ряд, у нас 66 столбиков. И в 12 ряду мы меняем нить на серую. Я буду чередовать, как говорила, 2 оттенка серых. Вы можете вязать одним цветом, либо вообще разноцветным, как вам будет больше нравиться. И в 12 ряду мы вяжем аналогично. 10 столбиков прибавка, чередуем 6 раз. Мы довязали 12 ряд, у нас 72 столбика. И в 13 ряду вяжем аналогично предыдущим. 11 столбиков прибавка, чередуем 6 раз. Мы довязали 13 ряд, у нас 78 столбиков в ряду. Вот такая плоская деталь у нас получилась. А далее мы вяжем 18 рядов без прибавок и убавок по прямой. Давайте свяжем самостоятельно, но не забывайте чередовать цвета, если вы вяжете полосатого кота. Мы вяжем 4 ряда серым, 2 ряда черным. И далее будем чередовать таким образом. Для удобства здесь я уже при вязании складываю вот так пополам и вяжу, потому что круг уже не будет ровным, он будет становиться такой вот чашечкой. Мы довязали 18 рядов, вот такая деталька у нас получается. У серого кота голова будет меньше, потому что я решила вязать намного плотнее. В 32 ряду мы начинаем делать убавки. Убавки будут делаться в каждом ряду аналогично. И в 32 ряду мы начинаем вязать убавки следующим образом. 11 столбиков, убавка, чередуем 6 раз. Давайте пару рядов свяжем вместе. Вяжем просто 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и делаем убавки. Во всей работе убавки мы будем делать одинаково. Вводим крючок за переднюю стенку петельки и сразу же за вторую переднюю стенку второй петельки. У нас получается вот так 2 петли на крючке, но только за передние стеночки. И далее провязываем их вместе. Таким образом мы будем делать убавки во всей нашей работе. И далее чередуем до конца ряда 11 столбиков, убавка. Довязали 32 ряд, у нас 72 столбика. И продолжаем делать убавки. И аналогично предыдущему ряду, в 33 ряду мы делаем убавки 10 столбиков, 1 убавка, чередуем 6 раз. Давайте свяжем вместе. 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и убавка. Вот и так чередуем до конца ряда. Довязали 33 ряд, у нас 66 столбиков. И аналогично продолжаем делать убавки. Поменяли цвет. И вяжем 9 столбиков, 1 убавка. Повторяем 6 раз. Вяжем аналогично предыдущим рядам. Закончили 34 ряд, 60 столбиков. И в 35 ряду все аналогично, только уменьшается на 1 петельку в каждом ряду. 8 столбиков убавка, повторяем 6 раз. Закончили 35 ряд, 54 столбика. И аналогично делаем убавки в 36 ряду. 7 столбиков, убавка, повторяем 6 раз. Закончили 36 ряд, 48 столбиков в ряду. И в 37 ряду аналогично делаем убавки, 6 столбиков убавка, повторяем 6 раз. Закончили 37 ряд, 42 столбика. И в следующем 38 ряду вяжем аналогично, 5 столбиков убавка, повторяем 6 раз.
Довязали 38 ряд, у нас 36 столбиков. В 39 делаем аналогичные убавки, 4 столбика убавка, чередуем 6 раз. Довязали 39 ряд, у нас 30 столбиков. Сейчас давайте набьем. Я набиваю холофайбером. Набили не до конца, чуть-чуть позже еще донабьем. Итак, 40 ряд вяжем аналогично, делаем убавки. 3 столбика убавка, повторяем 6 раз. Довязали 40 ряд, 24 столбика осталось в ряду. И в 41 делаем аналогичные убавки, 2 столбика убавка, чередуем 6 раз. В конце можно уже не делать черную полосу по желанию. Закончили 41 ряд, 18 столбиков осталось. И вяжем 42 ряд, 1 столбик, 1 убавка, 6 раз. Закончили 42 ряд, у нас осталось 12 столбиков. Остался 1 ряд, это 6 убавок. Поэтому сейчас мы убираем вспомогательную нить, просто вытаскивая. Набиваем и делаем последний ряд. Последний ряд у нас будет 6 убавок. И прячем нить. Нить я обычно прячу толстой иголочкой с толстым ушком. Надо собрать 6 последних петелек за переднюю стенку. Петли за переднюю стенку. Все на одну нить. Вот так. И затем потянуть. И спрятать нить по вязанию. Все, наш шар готов. Вот такая сторона с переходом цветов будет сзади. Надеюсь, у вас все получилось. И далее мы приступаем к туловищу. Сейчас свяжем туловище нашему коту. Это вот такая подушечка. Начинаем с серого цвета и вяжем 80 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 77, 78, 79, 80. Мы связали цепочку из 80 воздушных петель. И теперь закрываем ее в кольцо соединительным столбиком. И будем вязать по кругу. Берем вспомогательную нить, перекидываем через основную, не провязывая. Деталь туловища мы будем вязать без прибавок убавок по прямой, 80 столбиков в ряду. Первые 2 ряда вяжем серым цветом. Вот таким образом вяжем по кругу. Это первый ряд. Так до конца. Мы довязали 2 ряда серым цветом. Сейчас меняем нить на черную. Вяжем. Далее 2 ряда черным, 4 серым. Чередуем до конца ряда. В конце вяжем, заканчиваем 2 рядами серого. Вяжем без прибавок убавок по прямой. Давайте свяжем самостоятельно. Довязали последний ряд. Делаем соединительный столбик, воздушная петелька для закрепления. Отрезаем нить, вытаскиваем. Вот такая деталь у нас получилась. Всего в этой детали туловища у нас 8 черных полос. И далее мы будем связывать одну сторону, набивать и связывать вторую. Убираем вспомогательную нить. Ниточки убираем внутрь. Складываем ровно пополам, чтобы переходы цвета у нас были примерно посередине. Немножко идет смещение, но чтобы вот этот шовчик был посередине. Берем нить того цвета, которым мы закончили, и начинаем вязать с самого края, связывая 2 стороны вместе.
Вводим крючок за 2 петельки передней части и второй от самых крайних, захватываем нить и начинаем далее вязать за 2 части вместе, связывая таким образом 2 стороны. Таким образом мы провязываем до самого конца. Мы почти заканчиваем. И последняя воздушная петелька для закрепления. Обрезаем нить, оставляем, чтобы спрятать. Вот так мы связали эту часть. Эти ниточки прячем иглой в вязание. У нас получилась идеальная сторона. Складываем ровно. Вот такая деталь у нас. И с другой стороны делаем то же самое. Когда мы провяжем до середины, набьем деталь и завершим. Довязали до середины и набиваем. Мы закончили набивать. Набивать не стоит слишком. Должна получиться плоская подушечка. Не делайте из нее большой шар такой. И далее завершаем эту сторону. Прячем нити. Подушечка готова. Голова, которую мы связали. Сейчас свяжем с вами ножки. Сейчас мы свяжем лапки. Лапы начинаем вязать с белого цвета и делаем 6 столбиков кольцо амигуруми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо. Наш первый ряд 6 столбиков. Берем вспомогательную нить. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. Раз, два, 3, 4, 11, 12. Это наш второй ряд, 12 столбиков. В третьем ряду вяжем 1 столбик, 1 прибавка. Чередуем 6 раз. Столбик, 2 в 1. И так чередуем до конца ряда. Закончили третий ряд, у нас 18 столбиков. И в четвертом ряду вяжем 2 столбика прибавка, повторяем 6 раз. Раз, два, прибавка. И так чередуем до конца ряда. Закончили четвертый ряд, 24 столбика. В пятом ряду вяжем 3 столбика прибавка, повторяем 6 раз. Раз, два, 3, 2 в 1. И так до конца ряда. Закончили пятый ряд, у нас 30 столбиков, и в шестом ряду вяжем 4 столбика прибавка, повторяем 6 раз. Раз, два, 3, 4, прибавка. И так чередуем до конца ряда. Довязали шестой ряд, у нас 36 столбиков, и далее 5 рядов вяжем по прямой, без прибавок убавок. Давайте свяжем самостоятельно. Довязали 5 рядов и далее начинаем делать убавки. В 12 ряду вяжем 4 столбика убавка, чередуем 6 раз. Раз, два, 3, 4, убавка. И так чередуем до конца ряда. Довязали 12 ряд, 30 столбиков, и в 13 ряду вяжем
3 столбика убавка, чередуем 6 раз. 1, 2, 3. Убавка. И так до конца ряда. Закончили 13 ряд, у нас 24 столбика. Далее вяжем 2 ряда без убавок-прибавок. Давайте свяжем самостоятельно. Закончили 15 ряд, у нас 24 столбика. И далее мы будем вязать без прибавок-убавок. Переходим на серый цвет и вяжем 2 ряда серым, 2 черным, 4 ряда серым, 2 черным и 2 серым. Давайте свяжем самостоятельно. Довязали последний ряд, убираем вспомогательную нить, делаем соединительный столбик, воздушная петелька для закрепления, обрезаем нить. Сейчас лапку набьем и свяжем по краю. Набили. Эту часть лапки набиваем слабо, не делаем из нее трубу. Лапу складываем, чтобы переходы цвета у нас находились по центру. И затем также связываем эту часть, как мы делали с туловищем. Вот наши лапки готовы. Берем обе детали лицевой частью к себе. Лицевая часть — это там, где косичка смотрит на нас. Затем друг к другу лицом складываем. Берем нить, крючок и связываем эти две части вместе. Вводим крючок в самый край. Можно оставить немного ниточки с краю, и потом иголочкой, когда будем заправлять этот край, несколько стежков сделать более аккуратным, чтобы он был. Вводим крючок за обе петельки двух деталей и начинаем связывать их вместе. И так до конца. Провязываем последнюю петельку, воздушная петелька, и оставляем нить, чтобы спрятать. Обе нити аккуратно прячем. Вот так у нас получилось. И пришиваем остальные лапы. Вторую ножку с левой стороны связываем, начиная с этого края. Вот так мы пришили ножки. Мы их связывали, но также можно пришить просто иглой, кому как удобно. Нам осталось связать хвост, ушки и оформить мордочку. Продолжаем вязать кота крючком, и сейчас будем вязать хвост. Хвост начинаем вязать с черного цвета и 6 столбиков кольцо амигуруми. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем. Наш первый ряд 6 столбиков. Берем вспомогательную нить, перекидываем через основную, не провязываем. Во втором ряду делаем 6 прибавок, в каждую по 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это наш второй ряд, 12 столбиков. В третьем ряду вяжем столбик, прибавка, чередуем 6 раз. Столбик, 2 в одну. И так до конца. Мы закончили третий ряд, у нас 18 столбиков. И далее 7 рядов мы вяжем без прибавок и убавок. Давайте свяжем самостоятельно. У нас 18 столбиков. И далее мы будем вязать самостоятельно, без прибавок убавок, по прямой, чередуя полосы серые и черные. То есть далее мы будем вязать 4 серые,
2 черные, 4 серые, 2 черные. Вот такой хвостик. На хвосте будет у нас 5 черных полос. И заканчиваем 2 серыми рядами. С изнанки вот так. При смене нити лучше добавлять петли смещения, для того, чтобы они у нас остались с изнаночной стороны по одной линии на хвосте. И набиваем хвост. У самого края хвост может быть не сильно стоит набивать. И далее мы делаем все то же самое, что делали с лапами. Связываем с этой стороны, выравнивая переходы со стороны изнанки. Связываем эту часть и пришиваем точно так же. Вот мы пришили хвостик. Вот такой котик у нас получается. Дальше мы продолжим вязать кота крючком и свяжем ему ушки и оформим мордочку. Совсем скоро наш диванный кот Тишка будет готов. Продолжаем вязать нашего кота и начинаем вязать ушки. Начинаем с кольца амигуруми, 6 столбиков кольцом. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Стягиваем. Это наш первый ряд, 6 столбиков. Берем вспомогательную нить. Во втором ряду вяжем 2 столбика, прибавка, повторяем 2 раза. Раз, два, прибавка. И еще раз также. Это наш второй ряд, 8 столбиков. В третьем ряду вяжем 3 столбика, прибавка, повторяем 2 раза. Раз, два, 3. Выворачиваем немножко. У нас такая чаша уже образуется, шапочка. Прибавка. И повторяем еще раз. Это наш третий ряд, 10 столбиков. В четвертом ряду вяжем 4 столбика, прибавка, повторяем 2 раза. И еще раз также. Это наш четвертый ряд, 12 столбиков. И далее несколько рядов мы вяжем аналогично этим рядам. Итак, в пятом ряду мы вяжем 5 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. Вот что у нас получилось. Вяжем 6-й ряд аналогично, 6 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. Довязали 6-й ряд, хвостик можно спрятать внутрь. И вяжем 7-й ряд аналогично, 7 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. Закончили 7-й ряд, 18 столбиков, вот такая деталька, ушко у нас получается. И следующие 4 ряда вяжем аналогично. 8-й ряд, 8 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. 9-й ряд, 9 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. 10-й ряд, 10 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. И 11-й ряд, 11 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. Давайте свяжем самостоятельно. Мы довязали 11 ряд, у нас 26 столбиков. Все, наше ушко готово. Давайте сейчас приложим к голове. Так будет ушко у нас на голове смотреться. Сейчас мы оставляем небольшую нить, убираем вспомогательную, делаем соединительный столбик. Берем иглу с большим ушком и сшиваем 2 стороны ушка, сложив вот так пополам. Вот так у нас получилось. Далее будем пришивать к голове. А сейчас давайте свяжем еще одно такое же ушко. 2 ушка у нас готовы. Показываю, где ушки должны располагаться. Если мы смотрим на голову сверху, переход цвета у нас сзади остается. Вот
по этой полосе от центра отсчитываем 5 рядов в разные стороны. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту сторону. Вот с этих точек у нас начинают пришиваться ушки. Вот таким образом. Можно неровно, можно чуть-чуть их согнуть и вот таким образом пришить. Мы пришили ушки, давайте займемся мордочкой и начнем с глазок. На глазках у нас две части, это белый круг, белок глаза, и зрачок. Он состоит из двух цветов, черного и любого цвета, какой вы выберете для цвета глаз. Но лучше выбирайте не слишком светлый цвет, средний тон. Начинаем с кольца амигуруми и 6 столбиков кольцом. Стягиваем. Это наш первый ряд, 6 столбиков. Берем вспомогательную нить. Во втором ряду делаем 6 прибавок. Раз, два, 3, 4, 11, 12. Это наш второй ряд, 12 столбиков. В третьем ряду вяжем 1 прибавка, 1 столбик, повторяем 6 раз. Прибавка, столбик. И так повторяем 6 раз. Закончили третий ряд, и в четвертом ряду мы вяжем 2 столбика прибавка, повторяем 6 раз. Раз, два и прибавка. И так до конца ряда. Довязали четвертый ряд. В пятом ряду вяжем 1 прибавка, 3 столбика, повторяем 6 раз. Прибавка и 3 столбика. Раз, два, 3. И так до конца. Прикладываем глаза к нашему коту и смотрим. Я вижу, что моему коту эти глаза слишком велики. Я один ряд распущу, а вы смотрите, каким размером глазки лучше подходят вашему коту. Либо оставляете так же, либо распускаете последний ряд, либо, может быть, вам еще нужно связать. В этом случае вяжем аналогично по 6 прибавок в каждом ряду. У меня осталось 4 ряда, и прикладываем, смотрим. Да, это мой размер подходящий. Вяжем еще один такой глаз. А этот глазик убираем вспомогательную нить и делаем соединительный столбик. Можем оставить нить, чтобы этой нитью пришить эту часть глаза. Либо можно пришить обычными тонкими нитками. Глазки готовы. Сейчас будем вязать вторую часть глазок. Это зрачок. Давайте приложим, посмотрим, что получилось. Вот так получается у нас. Приступаем к зрачкам. Начинаем с черного и с кольца амигуруми 6 столбиков кольца. Стягиваем. Теперь делаем соединительный столбик. Закрепляющая петля, обрезаем нить. Далее берем наш цвет, начинаем в любом месте. Я начинаю где-то на 2-3 петельки раньше. Ввожу во вторую от того места, где мы закончили, захватываю нить и протягиваю такую петлю. И дальше делаем столбик подъема и делаем один ряд прибавками, каждую по 2. А теперь красиво закроем, чтобы был у нас красивый здесь ряд последний, красивое соединение.
Довязали 12 у нас столбиков в ряду. Вытаскиваем нить и берем иглу с толстым ушком. Вводим иглу за 2 стороны последней петли таким образом и в центр этой, имитируя вот эту петельку последнюю. У нас получился идеальный край. Прячем нить. Я связала по 2 ниточки с этой стороны, чтобы они закрепились, обрезала, чтобы их спрятать внутрь, когда будем пришивать. Вяжем второй зрачок. Вот глазки мы связали. Давайте их примерим. Вот так они будут смотреться. Можно сделать, чтобы кот смотрел в сторону, либо в центр. И пришиваем. Чтобы разметить, где пришить глазки, ориентировочно это у нас вторая черная полоса сверху, гладик чуть-чуть выше, и между ними примерно 3-4 петельки. Но у вас этот момент может отличаться, поэтому смотрите по размеру своих глазок и по размеру головы именно вашей. Приложите так, чтобы было хорошо, закрепите булавочками и давайте пришьем глазки. В своих мастер-классах я часто говорю, что люблю, чтобы косичка по краю была видна при пришивании, поэтому тут тоже на ваше усмотрение, либо вы пришиваете вот так, прихватывая, да, в этом случае не будет косички, либо как я можете, тогда нужно пришивать под косичку стежками, чтобы она оставалась. Мы пришили глазки, и давайте сейчас свяжем носик. Нос начинаем с кольца амигуруми и 2 столбика в кольцо. 1, 2. Стягиваем кольцо, будем вязать поворотными рядами, делаем 1 воздушную петельку для подъема и разворачиваем. Во втором ряду вяжем 2 прибавки. 1, 2. 1, 2. Воздушная петелька для подъема, разворачиваем. В третьем ряду вяжем столбик, прибавка, повторяем 2 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, воздушная петелька, разворачиваем. В четвертом ряду вяжем 2 столбика, прибавка, повторяем 2 раза. 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка, воздушная петелька, разворачиваем. В пятом ряду вяжем 3 столбика, прибавка, повторяем 2 раза. 1, 2, 3, прибавка. И еще раз. 1, 2, 3, прибавка. Воздушная петелька, разворачиваем. Вяжем 4 столбика, прибавка, 2 раза. 1, 2, 3, 4, прибавка. И еще раз. Также воздушная петелька, разворачиваем. В следующем ряду вяжем 5 столбиков, прибавка, повторяем 2 раза. 5 столбиков, 2, 3, 4, 5, прибавка. И еще раз также до конца ряда. Мы довязали носик, давайте проверим. У меня также большой носик получился, видимо, большому коту подойдет такой. Один ряд я распущу, а вы на свое усмотрение, какой носик подойдет к вашему коту. Смотрим. Такой подходит. Обрезаем нить, оставляем для пришивания или пришиваем обычными тонкими нитками. Носик ставится так, чтобы его кончик касался черной линии. Вот таким образом и пришиваем. Вот такой котик у нас получается. Сейчас давайте вышьем усики.
Если делать разметку усиков, то 1 петелька от носика и 7 петелек сюда. И здесь как раз у нас получается 3 усика. Вышиваем черным. Вот так получились у нас усики. Давайте сейчас вышьем небольшой красненький ротик. И в принципе наш кот будет готов. Осталось будет пришить голову. Вот так мы вышили усики. Давайте вышьем небольшой ротик. Наша голова готова. Я сделала несколько стежков красной нитью от центра в разные стороны. Получился такой ротик. Далее нам останется пришить голову к туловищу. И здесь тоже у нас много вариантов, смотря как мы хотим, чтобы котик смотрел. Он может смотреть как вперед, так и в сторону, под любым углом, как вам больше нравится. Единственное, пришивать голову нужно брать больший диаметр для пришивания, тогда голова будет крепче держаться. Сначала прикалываем булавочками, смотрим, чтобы голова у нас была так, как нам нравится, и затем крепко пришиваем. Коготочек у меня ниточка идет от 3-го ряда по белому от серого, и здесь во 2-й ряд от центра. 1, 2. Вот такие лапки мы сделали, коготочки вышили. Вот такой котик у нас получился. Обязательно делитесь мастер-классом в социальных сетях. Присылайте свои фотографии своих котиков прекрасных. Радуйте друзей и близких. За фотографии больших игрушек я дарю подарки. Читайте в описании под видео. И до новых встреч. Пока-пока.